Так, друзья, на извечный вопрос, крепить сетку на цоколь или не крепить, я отвечу подробно в этом ролике. Смотрим внимательно. Вот имеем такой цоколь. Основание очень хлипкое. Здесь был намазан бетоноконтакт, приклеен тут на углах пеноплекс. В общем, пытались защитить от сырости. Сделали то же самое, как делали здесь. Бетонная отмостка. Поверх нее уложена была плитка. Все это сырело, намокало и приходило в разрушение. Поэтому сняли плитку, сделали гидроизоляцию фирмы Сухо. Вот так ее выпустили сюда. Этого достаточно. Но основание мы имеем непрочное. Поэтому на непрочное основание всегда нужно монтировать сетку. Вы видите рыхлое основание, частички бетон-контакта. Даже сам кладочный раствор, он уже поверхностно такой трухлявый. Но перед монтажом сетки обязательно нужно основание подготовить, очистить от грязи и пыли. Обязательно. От всего, что отслаивается, нужно избавиться. Вот вы видите, какой темный цвет кирпича. Его пытались уже обработать, чем-то защитить, и бетон-контакт здесь присутствовал. Вот, поэтому это основание считается не крепким, плохо впитывающим влагу. Поэтому на такие основания нужно обязательно крепить монтажную сетку. Я креплю оцинкованную сварную сетку. Вот видите, да, кирпич уже начал рушиться, и вот эти разрушения поверхностного слоя кирпича, если на них ляжет раствор, он в последующем вместе с этим верхним слоем отстанет, и все это дело забухтит. Вот сейчас это все будет обеспылено, очищено, и будет монтироваться сетка. Видите, верхние слои кирпича уже разрушаются, поэтому доверия к такому основанию у меня нет. И соответственно в таких случаях нужна сетка. Повторюсь, сетку я не использую на крепких чистых кирпичах, на свежих кладочных кирпичах. Если где-то и были высолы, то их необходимо очистить, как в ролике про высолы. Ссылка будет в описании. А здесь вот прям вообще, видите, так, вот даже, да отойди ты, вот даже пальцем вот это все дело очищается. Вот вы видите, вот такое вот основание, и швы. Очищаем. Можно механическим способом, можно на болгарочку одевать чашку. Ну, в принципе, здесь объем небольшой. Разрушения небольшие, поэтому я обхожу механическим способом. Друзья, вот смотрите, разрушительная влага. Что делает? Вот он кирпич. Видите, я по нему просто зацепил его щеткой, и он счищается. Это разрушен верхний слой кирпича силикатного. Буду аккуратнее, но это очень плохо. Даже здесь была гидроизоляция, но гидроизоляция, сами понимаете, вот это даже не рубероид, как это, пергамент правильно называется, или что это такое. Ну, рубероид какой-то непонятный. Кому вариант. Вы видите. Вот бетоноконтакт, вот он отслаивается спокойно.
Звукоизоляция хорошая, здесь вот с тканью простелена, промазана. Надеюсь, по крайней мере, подсос влаги отсюда из цоколя мы уменьшим, вернее, полностью его предотвратим. Ну, в общем, такую делаем подготовку основания. Вот, видите, по всему периметру вот в таком состоянии находится цоколь. Вот после монтажа сетки, естественно, еще нужно будет еще раз обеспыливать все это дело. Друзья, все-таки я подумал и решил сделать это болгарочкой. Вот как это происходит. Вот такую корщеточку одеваем на маленькую болгарочку, ну, на ту, которая у вас есть. И в принципе, ну, дело не в объеме, дело в качестве. Дело в том, что очищать приходится много, и щеткой это проблематично, поэтому ускоряет процесс и лучше очищает такая щетка. Но не забывайте про защиту, обязательно глаз как минимум. Так, друзья, на что хотелось бы обратить внимание. Цоколь идет с разными уклонами. То есть, например, мы видим, как сетка у меня везде отрезана 32,5, но здесь уровень цоколя ниже, так как планировка участка, да. И чтобы сетку нам не мучиться, не вырезать, вот видите, здесь сетка стала как раз четко. Вот, а дальше идет на уменьшение. И к тому краю приходит аж 25 сантиметров. Поэтому, чтобы не мучиться, сетку не вырезать, мы ее пристреливаем. Я вам рекомендую пристрелить ее теми полосками. Вот, например, сейчас у меня вот такая есть полоса 70 сантиметров. Я ее сейчас пристреливаю к низу, а здесь уже по факту обрезаю. И таким образом иду дальше, обрезаю по факту, где мне надо. Это сократит трудозатраты. Вот так вот это выглядит. И продвигаемся дальше. Я подпираю ведром, чтобы сетка лучше стояла. Ну и не забывайте, если мы идем пристрелку отсюда туда, значит и угол сверления будет отсюда туда. Это необходимо, чтобы сетка натянулась. Вот так. Небольшие зазоры есть.
в принципе, раствор будет хорошо здесь держаться. Вот таким образом происходит подрезка по факту. Оставшуюся сетку используем, дальше продвигаясь по периметру. Ну, друзья, в этом ролике, надеюсь, я ответил на вечные вопросы, в каких случаях нужно крепить сетку и как ее монтировать, какую лучше выбрать, ну и так далее, и так далее. Не забудьте обязательно в конце обеспылить перед нанесением раствора. Ну, а я желаю вам, как всегда, творческих успехов. Ваш Александр. Пока.